Всем добрый день! Сегодня мы находимся в Казани. Мы вернулись к яхте, которая нам очень понравилась год назад, уже немножко больше, чем год назад. Мы снимали обзор этой яхты в Сочи. Вот здесь можно посмотреть этот обзор. И сейчас мы приехали в Казань не просто так. Мы хотим попутешествовать на этой яхте, посмотреть природу в Казани. Сюда мы приехали на машине, мы уже удивились, насколько здесь живописно, и хотим прочувствовать, как это будет на яхте. Причем на яхте, которая нам очень понравилась. Ну и вам показать, чтобы вы тоже понимали, что есть куда ходить, есть где ходить, есть на чем ходить. И просто нужно взять себя в руки, собрать и привезти на яхту в России. Поехали! Поехали! Добро пожаловать на борт Папилов 1499, экспедиционной моторной яхты российского производства, в которой сочетается надежность, комфорт и стильный минимализм. Это не просто судно, а настоящий дом на воде, созданный для тех, кто ценит автономность, свободу и высокое качество исполнения. А что нужно на яхте сделать, когда зашел? Снять карацу. Снимай, молодец. Здесь у нас находится стол, сейчас с подушками. Столы вместе могут соединяться. Я здесь наживку нашел. Наживку нашел? Да. А что еще там нашел наверху? Вот это вот. Приятели. Планируем рыбу ловить, да? Да. А вопрос, как отсюда выходить? Хороший вопрос. Как выходить, как думаешь? Через лестницу. Во, есть лестница, да? Как по лестнице нужно спускаться? Давай, молодец. Я либо съем, либо на рыбалку. Яхт-клуб построили за 1 год. Это буревестник групп. Яхт пока не очень много, но уже есть. Есть сапы, при желании на них тоже можно поплавать. Спускаемся вниз, и здесь мы загружаем холодильник, да, Линда? Да. Также кофемашина, электрическая плита. На этой яхте целых 12 батарей. Это 100 ампер-часов и 4 батареи по 200 ампер-часов. Спускаемся в носовую каюту. Носовая каюта – это уют и комфорт на уровне роскошного гостиничного номера. Просторная кровать, панорамное освещение, индивидуальный санузел. Все создано для приватного и спокойного отдыха. Санузел в носовой каюте. Здесь столешница из искусственного камня. Достаточно большое зеркало, полочки для туалетной бумаги и различных принадлежностей. И еще полочки. Освежитель воздуха и вытяжка. Также здесь есть гигиенический душ, электрический туалет и вот, собственно, душевая. Душевая не ограждена от пространства. И здесь деревянный такой поддон. Давайте посмотрим, что в этом шкафчике. Здесь доступ к смесителю и место для хранения еще дополнительное. Посмотрим еще одну каюту. Детская. Но она как бы взрослая. Но в ней живет Матвей. Как тебе каюта? Хорошо. По размеру как? Места много? Да. Если я вот так делаю, как? То мне удобно. То есть даже можешь поперек лежать, да? Да. Ну, ложись, вот упрись ногами туда, посмотрим, какая ширина. Еще.
Вот ширина 1 Матвей. 1 Матвей равно 1,30 м. Так что по ширине 1,30 м, но это в самый впереди, в общем. Да. Сзади пошире. Да. Да, Здесь вот место для телевизора. А почему ты его здесь нет? Потому что детишкам он противопоказан. Фигуры. Черт Плоттер. Это у нас 2 мотора, как на катамаране, левый, правый, вперед-назад. Здесь у нас включаются двигатели, мультиконтроль, сигнал. VHF находится вот здесь. Здесь у нас находится подрулька носовая. Ну и, собственно, камера заднего вида. У нас при запущенном двигателе вот такой вот плеск воды. Если его вдруг нет, значит есть проблема. Двигатель может перегреться, так как охлаждение, в том числе водяное, даже по большей части. 2 двигателя. Здесь правый двигатель был, здесь левый двигатель. Хоть это яхта и однокорпусная, но принцип как на катамаране. С каждой стороны должна выливаться вода. Предполетная подготовка. Отшвартовываемся. Даже катамаран, мне кажется, сложнее. Тут прям кайфово. Еще вот здесь вот есть джойстик. Это дополнительная опция, но это реально кайфово. Можно вниз не спускаться. Правда, я не знаю, как вперед. Ну, наверное, просто вперед дать. Она поедет вперед. Основное управление происходит отсюда. С электрический усилитель руля. Сейчас мы направляемся в центр посмотреть на Кремль. Здесь такие вот лежаки под солнцем. Жаль, только нет сегодня солнца. Но мы не унываем. Надеемся, что оно нас все-таки застанет. Мы отшвартовались из яхт-клуба и идем в Казань. Здесь очень много воды. Это было сразу видно, когда мы еще подъезжали сюда. Раздолье. Матвей, ты не выпадешь? Нет. А то мы идем точно? Точно. А то все зрители переживают. Мы идем вот так вот прям в открытом море, можно сказать. Ну что, как впечатление? Прекрасно. А еще что-то скажете? Я скажу, что каюта очень классная. Каюта классная? И у Матвея очень большая каюта. Я даже немножко завидую его детству. Точнее, очень сильно. У нас такого в детстве не было. Прогулка в центр Казани и обратно занимает 4 часа, включая время, чтобы искупаться. Время пролетает незаметно. Можно наслаждаться природой в кокпите, на флайбридже, ну и, конечно, сделать множество фотографий с прекрасным видом. Вот мы сейчас идем 8 узлов. На самом деле шумит только вода. Сейчас я покажу какие-то буруны, но с точки зрения звука прям комфортно. Ну, ветер, конечно, дует, ветер тоже чувствуется, но если сесть, например, вот сюда, то здесь уже прям ветер практически не дует и вода шумит меньше. Просто посмотрите, какой крутой лес. Прям запахи здесь непередаваемые, конечно. Такая горная местность. Очень живописная. Только что ходил наверх, а ты ходил наверх, да? Вот он ходил наверх. Курточку приодел, да? Наверху узлов 15 дует. Мы идем против ветра со скоростью 6 узлов.
Соответственно, наверху у нас уже почти 20 узлов. И прям не май месяц. Градусов 17. Прям прохладненько, да? А внизу кайфово. Кайфово внизу? Я не ходил. Ты не ходил? Я собираюсь идти. Собираешься идти? Ну давай. Перчатки взял? Я перчатки с собой не брал. Мы сейчас идем 1460 оборотов. Это скорость 6 узлов. По шумоизоляции могу сказать, что двигателя не слышно от слова совсем. Слышно немножко сзади шум воды. Не знаю, передает звук или не передает. По ощущениям это примерно как на катамаране, когда ты стоишь на флайбридже. Вот, ну, то есть, как бы ты понимаешь, что ты идешь под моторами, но даже если вдруг моторы начнут работать не очень ровно, ты этого не услышишь. И вот здесь то же самое. То есть, как бы реально, чтобы понимать, как работают моторы, надо вот на приборы смотреть, потому что по звукам как-то сложно определить, то есть там слишком много мы оборотов дали или мало. Потому что шумоизоляция прям достойная. Расходимся с теплоходом. Говорит Мария, левым бортом с вами расходимся по VHF. Все прям строго. Все знают, как расходиться. Близится обед. И все, у нас такой унылый обед будет. Макароны. Только макароны? Просто макароны. Мне кажется, нам нужен новый повар. Здесь вот такое решение. Кружки. Здесь так размещена кружка. Ниже у нас тарелки и стаканчики. А это досточки. А тут макароны. У нас обед! Обед! Все у нас на обед. Ну, то же самое, что и колбаса. Да. С макарошками. Домики на пути. Вот у людей даже гараж под яхты прям стоит. Вот этот серенький. Прям популярно в Казани. Посмотрите, как много воды. Конечно, глубина здесь не очень большая, но воды прям очень много. На этой яхте осадка 1,3 метра. Поэтому ходить она может практически везде, как на катамаране осадка. Казань – один из древнейших городов России. Место, где восток встречается с западом. Здесь белоснежный Казанский Кремль, внесенный в список ЮНЕСКО, возвышается над Волгой, а рядом соседствуют мечети и православные соборы. Уникальность Казани в том, что сюда можно элегантно прибыть на собственной яхте. Прогулка по Волге до центра занимает всего 4 часа, включая время, чтобы искупаться и насладиться природой. На флайбридже свежий ветер, солнце и бесконечные фотогеничные виды. А в самом городе изысканная татарская кухня, уютные исторические кварталы, культурные фестивали и по-настоящему гостеприимная атмосфера. Казань – это не просто направление, это стиль, история и эмоции. Попробуйте открыть ее с воды. Это незабываемо. Вот так вот в Казани можно прям возле аттракционов позагорать. Лишь если вы на яхте. Один из немногих городов в мире, где вы можете стать на якорь прямо в историческом центре. Перед вами белоснежные башни Казанского Кремля, вокруг зеркальная гладь Волги и панорама города, которая особенно красива на закате. Без марин, без шума, только вы, яхта и ощущение полной свободы. Казань с воды – это совсем другое впечатление. Сейчас мы направляемся в зону нашей ночной стоянки. Мы будем стоять на якоре. Это будет возле острова Свияжск. Я посмотрел. Это очень
интересное место, которое привлекает много туристов. Нас тоже привлекло. Хотим там стать на якоре. Что по поводу пассажировместимости на этой яхте? Здесь заявлено и зарегистрировано на 12 пассажиров. Есть 12 спасательных жилетов, включая 3 детских. Есть все спасательное оборудование. И самое главное, что на самом деле здесь есть место для 12 человек. Потому что вот этот диван, это просто какой-то шедевр. Он, кажется, из эко-кожи сделан, насколько я помню, по спецификации этой яхты. Но он прям очень комфортный. То есть прям вот сюда садишься и просто вот прям можно уснуть и растаять. Это правда. То есть прям очень комфортно. И это вот диваны в кокпите. Обычно такое ставят там в кают-компании, где уже ты больше времени проводишь, но здесь тоже об этом позаботились, и это прям очень достойно. Ну что, мы в пути, двигаемся на место нашей ночной стоянки. На самом деле очень поражает Казань количеством воды. Здесь, правда, очень круто, очень зеленые берега, очень немного здесь построек, которые бы убирали природу, то есть прям природы здесь реально много, и здорово, что есть на чем здесь ходить. И сейчас мы посмотрим, где можно остановиться на ночь, чтобы встретить ночь на якоре под звездами. Может быть, они, кстати, будут. Погода вроде немножко налаживается, поэтому все покажем и ждем красивый закат. А еще вот хотел бы записать про проход вдоль борта. Когда мы были в Сочи, мне показалось как-то это очень узко и некомфортно. Но сейчас, вот я даже с камеры прохожу, даже не касаясь релинга. Это очень правильная ширина, которой человек может вполне себе пройти без всяких сложностей. Да? Что ты скажешь про проходы вдоль борта? Очень комфортно. Называется «Когда ты не рыбак», да, Матвей? Стань рыбаком. Мы ловим ужин. Матвей решил поймать ужин. Так, тихо. А мы тем временем пришвартовались. Мы пришвартовались возле острова Свияжск в Казани. Очень популярное место. Вот мы так на якоре встали. Завтра пойдем прогуляемся. Очень такое спокойное и атмосферное место. Да. Сегодня у нас на ужин утка сувид. Сувид, кстати, для яхты это гениальная история. Нужна просто кастрюля, вакууматор, генератор, много чего надо, короче. Но зато не воняет и готовится очень быстро, буквально 5 минут. И ужин удался. Если нет хорошего ресторана, есть подозрение, его здесь нет. Нужно его создать, тем более на борту такой яхты. Просмотры кино на большом экране. Интересно? Огромная скалопендра водится. Да, давай я. Да, держи. Я знаю, что ты такое любишь. На яхте Вот есть вот лодка с электрическим нашу двигателем. яхту Ее еще называют на динго. якоре. С помощью нее Разумеется, мы и под оказались на присмотром берегу. капитана она остается. И дальше мы идем в речной вокзал Свияжск. Здесь вот пришел круизник Александр Фадеев, а мы в поисках магазина, чтобы купить водички и отправиться на гору. Сувениры, гончарные изделия. Мороженое хочешь? Есть места, в которые не просто приезжаешь, к ним нужно подойти с уважением.
Одно из них – это Свияжск. Это не просто исторический объект, это живая картина, где время течет по-другому. Построенный всего за 4 недели, в XVI веке по приказу Ивана Грозного Свияжск стал не только стратегическим форпостом, но и духовным центром на Волге. Сегодня это тихий остров, где сохранились уникальные монастыри, фрески XVI века и, главное, атмосфера абсолютного покоя. Вы поднимаетесь по деревянной тропе, слышите колокольный звон и вдруг осознаете, здесь нет суеты, только ветер, речной простор и история, вписанная в каждую стену. Для владельцев яхт это маршрут вне конкуренции. Путь из Казани займет всего 2 часа, но эмоциональный эффект как от настоящего длинного путешествия. О, мы прямо напротив церкви, кстати, пришвартовались. Правильное место. Для швартовки выбрали. А это вот получается главный какой-то, да, тут храм. Ну, и главная улица. И главная улица, да, кстати, центральная улица. А это вот я тебе монетку привозил. 50 рублей. 50 рублей. Тоже можно. Да, есть одна проблема. Хватай. А ну покажи. Помнишь, у тебя такая есть из этого, с круизного лайнера? Ага. Свияжск – это остров-град XVI века, построенный по приказу Ивана Грозного всего за 4 недели. Сегодня это уникальное место силы на стыке Волги и Свияги с монастырями, храмами и атмосферой полного уединения. С воды Свияжск особенно красив. На рассвете он словно парит над рекой. Прекрасный вид. На яхте есть лодка с электрическим двигателем. Ее еще называют динги. С помощью нее мы и оказались на берегу. Вы подходите к Свияжску по воде. Открывается панорама на соборы, монастыри и холмы. Все словно парит над поверхностью, особенно на закате. Можно встать на якоре и остаться на ночь, встретить рассвет под звон колоколов, провести вечер в полном уединении и отключиться от внешнего мира. Свияжск – это не массовый туризм, это глубина, это для тех, кто умеет чувствовать. Попробуйте подойти к нему с воды. Это будет одним из самых красивых дней вашего лета. И кормовые 2 тоже там. Что могу сказать по комфорту на яхте? На этой яхте 3 каюты. 1 каюта для капитана, 2 для гостей. Но если 6 человек гостей, то капитан просто спит в кают-компании, как это всегда делается на чартерных яхтах там где-нибудь за рубежом. Вот, поэтому здесь полноценных 3 каюты, 2 санузла, 1 санузел отдельный в носовой каюте. Вот мы там жили в этой каюте. 2 санузел на 2 каюты, 1, но он с закрывающейся такой душевой, да и все прям очень комфортно, то есть есть горячая вода. Что меня удивило, обычно на катамаранах, причем на нормальных катамаранах, то есть там, чартерных, понятно, но новых, там, Лагун, Бали, генератор так тарахтит, что просто, прям реально очень громко. Если только ты не спишь в кормовой каюте, но в кормовой каюте он тоже тарахтит. На этой яхте генератора не слышно вообще. Я не знаю, это такая специфика моторных яхт, но мне кажется, что здесь просто нормально все с шумкой, и его прям, действительно не слышно. Это прям радует. То есть ни вибрации никакой, то есть вообще порой даже я спрашивал, работают ли розетки, потому что, непонятно, то есть он включен или не включен. Это прям классно. Соответственно, из-за того, что работает генератор, у нас есть система кондиционирования, да, то есть либо на тепло, либо на холод, вот, есть горячая вода, все это розетки все работают, поэтому в целом, то есть это такой плавучий отель, в котором можно путешествовать, да, в принципе, куда угодно. Плюс есть еще лодка, на которой можно
выйти на берег. Вот мы в Свияжск, когда ходили, спустили эту лодку, на берег вышли, пошли гулять. Поэтому это просто вот плавучий отель в самом прямом его существовании. По самым главным достопримечательностям Казани. В Казани мы были первый раз. Сразу вот так вот на яхте так получилось. Ну, хорошо получилось. Посмотрели мост Миллениум, который фигурирует в списках. Посмотрели все главные здания города. С воды это выглядит очень красиво. Вы уже убедились в этом видео, что это действительно очень живописный и красивый город. Также мы посетили, все время забываю, Свияжск, да. Свияжск прям очень крутое место, и людей там было мало, хотя говорят, что там по 2000 человек высаживают, и то есть там прям толпы народу, но мы вот погуляли, на видео было видно, что там людей практически, можно сказать, даже нет. Вот, как будто ты в какую-нибудь Древнюю Русь вернулся. И отель мы сегодня взяли тоже в таком же классическом стиле. Теперь про финансовую составляющую. Стоимость покупки этой яхты, вот конкретно этой, это первая версия, первая модель, которую построили на верфи Папилов яхт, она получается 67 миллионов рублей, насколько я помню. Может быть, немножко меньше. Но на этой яхте есть много дополнительных опций, которые по спецификации как бы не входят в базу. Базовая стоимость этой яхты 60 миллионов. Но такие штучки, как вот этот вот рычажок управления для швартовки, который прям реально добавляет спокойствие, особенно если вы яхтсмен начинающий, скажем так. То есть вот этой яхтой управлять очень просто. Вот с тем рычажком просто вот вообще, то есть как бы можно вот так вот подойти и вот как бы управлять яхтой и смотреть, куда она швартуется. Единственное, конечно, с тем бортом немножко посложнее, но пройти это как бы очень быстро, то есть там 3 секунды, и за 3 секунды ничего не произойдет. Из того, что я успел заметить, я не управлял этой яхтой, но ее очень тяжело сносит ветром. То есть, если кто-то ходил на парусных яхтах, вы понимаете, что парусную яхту, она просто полегче, ее сносит прям очень сильно. Эту яхту не сносит, соответственно, как бы здесь каких-то особых навыков управления яхтами, их абсолютно не нужно ими обладать, чтобы ходить на этой яхте. Возвращаясь к стоимости. За 60 плюс там, 67 миллионов рублей, но давайте будем объективными. В России не купить ничего из 50 почти плюс футов, то есть 15 метров яхты. Вот. И в таком вооружении, да, с таким оборудованием. Вот. Поэтому это однозначно яхта, на которую стоит посмотреть, потому что я просто посмотрел все эти сайты, которые предлагают яхты, поддержанные в том числе и новые, и можете сами посмотреть, они общедоступные. Так вот, что-то в таком размере, яхты такие, они начинаются от 800 тысяч евро или даже от миллиона. При этом это не новые. Новые начинаются от 1 200 000 в таком размере. Вот. К этому еще нужно добавить 30%, чтобы привезти эту яхту в Россию. Собственно, посчитать можете сами, поэтому реально нет никаких альтернатив. Просто вот нет. И то, что у нас научились строить и строят вот такие яхты, это очень здорово, и я думаю, что это как-то двинет яхтенный туризм в нашей стране, потому что у нас реально есть куда ходить, очень красивые места. Да, сезон у нас не очень длинный, но имея на борту тепло, то есть генератор кондиционирования, да, то есть Вибаста, можно ходить, в принципе, то есть как бы там с ранней весны и до поздней осени. Теперь про аренду. Аренда все равно как бы это более доступная история для многих, поэтому стоимость аренды этой яхты 20 тысяч рублей в час. За 4 часа можно спокойно сходить вот в Казани, в центр Казани, посмотреть все достопримечательности и вернуться обратно в марину, получив массу удовольствия и впечатлений. Разумеется, яхта сдается вместе с капитаном, поэтому в эту стоимость также входят услуги капитана. Вот. Также эту яхту можно взять на сутки, это вот как сделали мы, можно взять на 2 суток, на 3 и так далее. Если вас это интересует, вы можете написать
в директ, в комментариях, куда угодно, Yachtbook. А мы поехали изучать Казань дальше, уже с берега, смотреть, что здесь еще интересного. И обязательно вернемся.